Приветствую вас на нашем канале. Сегодня я приготовила вкусные донатсы, ну или пончики по-другому. Смотрите, какие красивые, вкусные. Вот сколько много у меня получилось их. Класс. Посмотрите, как я их приготовила. Нам понадобится 640 грамм муки, 90 грамм растопленного масла сливочного, 14 грамм дрожжей, 5 грамм ванильного сахара, 60 грамм обычного сахара, 250 миллилитров молока и 2 яйца. Сначала мы смешаем все сухие ингредиенты. Когда все смешалось, теперь будем туда забрасывать, выливать масло, молоко и яйца. Тесто наше замешалось. Сейчас его достанем. Только руки смажу маслом подсолнечным немножко, чтобы оно не сильно липло к рукам. Так, можно смазать немножко стол и немножко домешать. Оно уже такое хорошенькое тесто, мягенькое. Можно полностью вручную замешивать, но просто в целях экономии времени замешала на машинке. Ну, тесто хорошенькое. Можно поставить на расстойку, чтобы оно поднялось. Я подогрела духовку на 50 градусов. И вот назад его положу. Накрою пленкой. И поставлю минут на 30-40 в духовку. Оно будет остывать потихоньку, а тесто будет подниматься. Наше тесто подошло. Вот как оно поднялось красиво. Мять его уже не нужно. Пусть оно остается таким пористым. Будем просто раскатывать. Примерно где-то меньше сантиметра нужно, чтобы было 6-7 миллиметров. Ну, вот примерно вот 6-7 миллиметров достаточно. Сейчас будем вырезать наши пончики. У меня нет такой формы, поэтому я возьму чашечку. Вот такая чашечка. И будем ей вырезать форму круга. Мы проделаем дырочки в серединке. Я вырезала из бутылки горлышко и ей буду делать дырочки посерединке. Вот так. Эти пончики мы накрываем полотенечком. Пусть они подходят. Минут на 20, 15-20 минут, чтобы они подошли просто. А это тесто, которое осталось, мы сейчас еще немножко помешаем его, то есть помнем. И снова раскатаем и сделаем снова пончики. Ну вот, наши пончики полежали, они поднялись. Вот какие они такие пухленькие стали уже.
Ну, это остатки теста остались. Вот сделала. Тоже пожарим. Вылила где-то полбутылки масла. Ну вот, греется оно. Сейчас проверим, нагрелось или нет. Вот у меня маленький кусочек теста. Сейчас его опустим. Нет, еще холодное. Даже не булькает. Подождем. Ну, сейчас еще раз попробуем. Вот, все уже булькает. Нам это подходит. Ставим огонек на маленький. Не на большой. У меня на среднем сейчас стоит, на меньше среднего, чтобы был не такой сильный нагрев. И сейчас будем аккуратненько брать наши пончики и ложить сюда. Масло я сюда налила где-то пол-литра, чтобы они свободно плавали. Не надо, чтобы оно сильно бурлило. Вот так потихонечку пусть будет лучше. Потому что если сильно будет бурлить, то они быстро корочкой покроются и сгорят. А внутри не пропекутся. Мы перевернем их, они сгорят с двух сторон. А внутри будет сырое тесто. Ну все, пусть стекает масло у нас на салфеточку. И будем так обжаривать все. Вот сколько пончиков у нас получилось. Пожарили. Целая тарелка. Так, сейчас я вот сюда поломала 3 шоколадки, 3 плитки. Здесь 2 молочные и 1 горькая. 56%. И заливаю это горячими сливками 10% у меня. Грамм 50. И нужно просто подождать, чтобы молочный шоколад шоколад начал таять. Вот он уже начал таять. Нужно, чтобы растаял. Сейчас постоит немножечко, и он растает. Ну вот, растопила. Помогла еще микроволновка по 10 секунд несколько раз. И вообще красота. Вот какое у нас получилось красивое. И можно сейчас окунать наши пончики в эту смесь. И будем украшать. Это как украшение. Можно этого не делать, можно их так и есть. Можно посыпать сахарной пудрой и так кушать. Так. О, какой красавчик. Украсить донатсы можно по-любому. У меня есть вот такая посыпка цветная. Вот по краюшку пройтись. Есть еще вот такой. Это шоколад цветной. Это у меня красненький. Есть желтенький. Есть зелененький. А можно сделать и то, и другое вместе, и будет вообще цветное. Украшать можно по-любому. Можно орешками посыпать. А белый шоколад можно растопить точно так же, как я это сделала с черным, и будет уже белым шоколадом. Красиво. Можно сделать полосочки. Ну, лучше кто на что гораст.
Главное, что получится вкусно. Ну вот какие красивые они у нас получились. Ну, конечно, это не все. Сейчас я посчитаю, сколько их получилось вообще. 24 штуки получилось. Это много. Ну, давайте разрежем какой-нибудь. Вот этот давайте разрежем и попробуем. Они еще не застыли. Это их нужно поставить в холодильник, чтобы наша помадка, чтобы она застыла. Но, как говорится, не терпится жить. Вот. Красота. Сейчас попробуем. Вкуснятина. Очень вкусно. Это классные штуки. С чаем, с кофе. Просто обалдеть. Дети просто так потягают, естественно. Но это так вкусно. Попробуйте, это так вкусно. Ну так, подписывайтесь на наш канал. Ставьте нам лайки. Пишите комментарии. Может быть, рецепты каких-нибудь еще на эти вкусняшек. Пишите нам. Мы вообще не против. Будем читать и лайкать ваши сообщения и ваши комментарии. Всего вам доброго!